Приветствую вас, друзья! 1 сентября стало известно о том, что правительство Китайской Народной Республики предостерегло китайские компании от сотрудничества с предприятиями РФ, которые попали под санкции. Дело в том, что на компании, которые будут сотрудничать с предприятиями РФ, США и союзными государствами будут наложены вторичные санкции, в результате которых те понесут гораздо большие убытки, чем они бы заработали, сотрудничая с Россией. Одной из таких компаний стала китайская Weichai Power, которая прекратила продавать российскому КАМАЗу газовые двигатели для тягачей поколения К4. Помимо китайских газовых двигателей, ранее КАМАЗ уже лишился коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch. Двигатели Weichai устанавливали на тягачи, работающие на газомоторном топливе, сжиженный или компримированный природный газ. Самый известный из них — это современный газовый тягач 5490 на СПГ, производство которого запустили в феврале 2020 года. Также китайскими моторами комплектовали самосвалы на метане и работающие на метане автобусы НИФАС. Запасов китайских двигателей хватит на производство чуть более 100 КАМАЗов 5490, и производство этой модели будет вынуждено остановлено. Напомню, что после вторжения России в Украину завод КАМАЗ попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. Пока у КАМАЗа не появилось собственного нового газового двигателя, предприятие рискует уступить свою долю рынка китайским конкурентам. На России действует госпрограмма развития газомоторного топлива на 19 миллиардов рублей, согласно которой к 2024 году потребление газа в качестве моторного топлива должно было достичь 2,7 миллиардов кубометров. Но без необходимого количества машин, автобусов и грузовиков эта программа оказалась нереализуема. Россияне, рассчитывающие на то, что Китай является безоговорочным союзником России, очень сильно ошибаются. При населении России 144 миллиона человек Китай никогда не захочет терять американские и европейские рынки, насчитывающие более 1 миллиарда человек и являющиеся более платежеспособными. Китай — это торговля, Китай — это экономика, и там прекрасно умеют считать как прибыль, так и убытки, и они всегда будут принимать решения так, как им выгодно с точки зрения экономики. Россия для Китая — это просто сырьевой придаток, откуда берется газ, нефть, лес и уголь. И правительство Китая никогда не пойдет на риски, связанные со стабильностью своей экономики, для того, чтобы оказать России какую-либо помощь или поддержку. К тому же, не так давно весь мир видел, как Китай прогнулся под США в вопросе с Тайванем. Поэтому Россия в вопросе с Китаем — это просто разменная монета. Напомню, что в СССР КАМАЗ создавался как замкнутое производство, способное полностью обеспечить себя всеми необходимыми комплектующими и деталями для производства грузовиков. Сейчас же современные КАМАЗы состоят из импортных комплектующих, отсутствие которых приводит к остановке производства. В последнее время наблюдаю везде большое количество храбрящихся людей, которые пишут: санкции меня никак не коснутся, я не пользуюсь продукцией Apple, не летаю на аэробусах, вообще все это фигня. Вот наблюдая это, я понимаю, почему наша экономика в такой заднице. Потому что у нас какое-то просто огромное количество людей, которые совершенно не понимают, что в экономике все взаимосвязано. Когда с российского рынка уходит какая-то компания, то куча людей становятся безработными, люди теряют доход. Теряя доход, люди, например, не смогут в том числе покупать вашу продукцию, если ваше производство, предположим, не остановилось. Эти люди выходят как безработные на рынок. Соответственно, конкуренция за рабочие места возрастает. Когда возрастает конкуренция за рабочие места, то средний доход у всех падает.